Уважаемые зрители, хочу сегодня предложить вашему вниманию вкуснейший рецепт маринованных баклажанов на зиму со вкусом шашлыка. Для этого нам потребуется 3 килограмма баклажанов, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 20 грамм приправы для шашлыка, 10 горошинок черного перца, 3 лавровых листа, 60 грамм чеснока, 300 грамм лука, 200 грамм растительного масла, 150 грамм воды и 70 грамм уксуса. Для начала нам нужно очистить баклажаны от шкурочки и разрезать их на дольки. Очищаю баклажанчик от шкурочки. Кто-то не чистит баклажаны, я чищу, мне так вкуснее. Разрезаю его напополам. Кто-то режет кружочками, но мне так удобнее. Так удобно их обжаривать на сковородку, они лучше ложатся. И в баночку лучше сложить. Вот так нарезаю их такими долечками. Так поступаю со всеми баклажанами. Баклажаны я нарезала кусочками, слегка их присолила, чтобы с них сошла горечь. И буду их обжаривать с двух сторон. Но я их сильно не зажариваю, потому что я все равно их буду стерилизовать. Пока баклажаны буду обжаривать, нарежу лук и сделаю маринад. Приступаю к обжарке. Раскладываю баклажанчики на сковородку и обжариваю с двух сторон. В это же время кипячу маринад. Он нам нужен холодный. Я его закипячу и отставлю. Когда он закипит, я добавлю уксус. Пока обжариваю баклажаны, нарежу лук. Чеснок измельчаю с помощью такого приспособления. Им я буду луком и чесноком буду перекладывать слои жареных баклажанов. Ну, таким образом. Рассол закипел, наливаю сюда уксус, размешиваю и выключаю, пускай охлаждается. А баклажанчики переворачиваю на другую сторону. Сильно зажаривать не надо, еще раз повторяю. Главное, чтобы они были мягкие. Как я поступаю со всеми баклажанами, буду готовить их к маринованию, я вам все покажу и расскажу. Баклажаны я все пережарила. Теперь я их выкладываю в кастрюльку шарами. Перекладываю луком, чесноком и посыпаю приправой для шашлыка. Так они у меня будут стоять 12 часов. Мариноваться. Залью их маринадом. Завтра утром буду стерилизовать и покажу вам результат. Приправкой. И будьте, пожалуйста, аккуратны с солью. Если вы берете приправу так, как я, с солью, то немножко соли ложите меньше, потому что будет очень соленый.
лучок снова, приправу. Продается, конечно, на рынке приправа и без соли, но почему-то мне такая не попалась. Попалась только соль. Опять перекладываем луком, чесноком. Пока я жарила баклажаны, у меня нарезанный лук и насыпанная приправа. Ну, оно реально пахнет шашлыком. Попробуйте это блюдо, будете все время так готовить. Оно того стоит. Хоть много мороки с жаркой, но тем не менее это гораздо вкуснее, чем просто отваренные баклажаны. Снова лук. Приправа. И остатки чеснока. Все это заливаю я маринадом. Ставлю на маринад гнет. Увидимся через 12 часов. Доброе утро, дорогие зрители. Прошло 12 часов. Я раскладываю маринованные баклажаны по баночкам. Банки я не стерилизую, так как они еще будут 20 минут стерилизоваться у меня. И крышки тоже. Так что это лишняя работа, не утруждайте себя. Все стоит, после стерилизации проверено. Плотненько укладываем. Добавляем соус. Стараемся брать все слои, чтобы попал лук и баклажаны. Соуса потом добавлю. Лавровый лист выбрасываем, он нам не нужен, потому что будет горчить в консервации. Перчик оставляем. Перчик даст нам только аромат. Вы не представляете, этот шашлык, это не баклажаны, это шашлык. Очень приятно пахнет. Лук маринованный, плюс приправа шашлычная. Готовьте, не пожалеете. Так поступаю со всеми баночками. У меня получилось ровно 5 баночек. Слегка прикручиваю крышками, не до конца затягиваю, затяну после стерилизации. И ставлю стерилизоваться на 20 минут. Я стерилизую 20 минут с момента закипания
Если у вас были не очень хорошо прожаренные баклажаны, давайте немножко больше времени, минут 25-30. Все баночки у меня простерилизовались. Докручу крышечку. Вот такие замечательные баклажаны у меня получились. Готовьте вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я, в свою очередь, буду радовать вас своими новыми интересными рецептами. До свидания, дорогие зрители!